Здравствуйте, друзья! Наверняка практически каждый из вас бывал в домах, которые строили во времена СССР. И думаю, вы явно замечали, что стены подъездов в таких домах покрашены в синие или зеленые цвета, а ступеньки в таких подъездах всегда были аккуратно покрашены по краям. Так для чего же это делалось? Почему в СССР красили ступеньки сбоку? На самом деле тут все просто. В поствоенное время, а именно в конце 50-х годов, в Советском Союзе начался настоящий строительный бум. В то время по всей стране начали возводить хрущевки тысячами. Но задача перед строителями стояла очень непростая. Нужно было как можно быстрее обеспечить каждую семью собственной квартирой. В те далекие времена строительством занимались домостроительные комбинаты, которые работали по типовым проектам и штамповали многоэтажки как под копирку. Зато в очень сжатые сроки. Квартиры в таких типовых домах, хоть и были максимально простыми и с дешевым ремонтом, зато выдавались они бесплатно, и новоиспеченные хозяева могли уже делать ремонт, как им захочется самостоятельно. Квартирки были с маленькими кухнями, скромными комнатами, но все с газом, с центральным отоплением и с прочими удобствами, и за бесплатно. Сегодня, кстати, даже трудно представить, что когда-то квартиры давали бесплатно. И не надо было впрягаться в пожизненную ипотеку, копить каждую копейку или скитаться по съемным квартирам с баулами. У большой богатой страны хватало средств на то, чтобы каждую семью обеспечить собственным жильем. Помимо отделки самих квартир, ремонту подъездов тоже уделялось особое внимание. Все должно было быть экономичным, практичным и приятным на глаз. Стены подъездов окрашивали в два цвета. На уровне плеча зеленая или синяя краска. Стены выше и потолки подъездов покрывали побелкой. Тоже самый простой выход для периодического ремонта. Плюс узкие лестничные площадки казались светлее и выше благодаря такому дизайну. Именно по этой причине стены на 1,5 метра в высоту красили масляной краской. Она особо не пачкается и хорошо моется. Целью покраски стен являлись самые простые потребности. Защита стен от грязи и плесени, скрытие строительного брака. Прикоснувшись к такой стене, одежда не должна была пачкаться. Проще говоря, главный девиз оформления таких домов – практичность. И, естественно, дешевизна и простота строительства, как вы, наверное, уже догадались. Эти два цвета давали возможность быстро решить вопрос с ремонтом. Это сейчас мы знаем, что только у серого есть 50 оттенков. Но тогда были просто синий и просто зеленый от отечественного производителя красок. Никаких вариаций. Купил синий, значит, через некоторое время, если есть необходимо что-то подкрасить, покупаешь опять синий и точно попадаешь в тон. Синие или зеленые цвета были выбраны не просто так. Во-первых, эти цвета положительно влияют на психику, зеленый успокаивает и обнадеживает. Синий вызывает доверие и стимулирует к работе. Во-вторых, эти цвета значительно расширяют помещение и создают уют, что очень актуально для узких лестничных проемов в хрущевках. В-третьих, эти цвета являются самыми дешевыми и всегда были в наличии. Зеленый цвет использовался для окраски военной техники и пассажирских вагонов, синий цвет использовался для окраски кабин советских грузовиков, ЗИЛ и ГАЗ. Но если честно, вряд ли строители тогда задумывались о психике. Скорее всего, просто был разработан один проект, автору которому понравился зеленый и синий. А госзаказ менять ради каждого подъезда никто не будет. Так или иначе, желтых, красных, розовых и каких-то других подъездов не было. Это факт. А зачем красили ступени по краям? Со стенами разобрались. А к чему было красить ступени? Причем только по краю, отступая от стены сантиметров на 10-15. Как выяснилось, красили ступени лишь по двум причинам. Первая очень простая. После покраски стены капли краски падали на ступеньки как раз вдоль стыка со стеной. И чтобы замаскировать это, уже более темной краской делали полосы с отступом на 10-15 сантиметров от стены. Если честно, то с трудом в это верится, так как не могли же быть все мастера, да и тем более в те времена, такими безрукими. Наверняка же нашли бы толковых работников, которые могли бы делать эту работу намного аккуратнее и тем самым сэкономить огромное количество краски в масштабе всей страны. А вторая причина, более правдоподобная, заключается в том, что стык стен и ступеней всегда собирал мусор и грязь. При регулярном мытье подъездов, да, это делалось ежедневно, сметать и смывать грязь в таких местах было намного удобнее, если поверхность покрыта краской, не впитывающей воду и грязь. Поверхность после окраски становилась глянцевая и гладкая, что упрощало процесс уборки. Таким образом окрашивались не только подъезды жилых домов, но и лестничные клетки больниц, учебных заведений, заводов и фабрик. А смысла красить все ступени не было никакого.
они бы стирались от постоянной нагрузки. Ступени в советских подъездах были, как и панельные стены, железобетонными, так что сносу им почти не было. Это сейчас уже, когда домам исполнилось по 50-70 лет, ступеньки начали протираться по центру, образуя едва заметную выемку. А что вы думаете по этому поводу? Напишите свое мнение в комментарии под этим видео. Я считаю, что мнение каждого полезно и важно. Надеюсь, я вам понятно все объяснил. Если это так, поставьте лайк этому видео, подпишитесь сразу на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых интересных видео.